Заседание Совета Безопасности ООН сегодня в 10 вечера. Зеленский требует немедленных действий против России. Трамп заявил: «Канада – это наше». США провели боевые учения в Пуэрто-Рико. Канада срочно закупает истребители и подлодки. Рамзан Кадыров в больнице в критическом состоянии. Кремль срочно обсуждает замену. Иран угрожает Трампу. А США готовит удар по Тегерану. В Лондоне сотни людей устроили флешмоб в метро без штанов. Друзья, досмотрите этот выпуск до конца, поддержите это видео лайком, репостом и своим комментарием. После массированного удара России по Киеву в ночь на 9 января столица все еще устраняет последствия. Почти половина многоквартирных домов остаются без отопления. Повреждена критическая инфраструктура, фиксировались перебои с водой и электричеством, сообщил мэр Виталий Кличко. В первую очередь тепло вернули на социальные объекты. Во многих квартирах температура опускалась до 8 градусов. При этом синоптики предупреждают о похолодании до минус 17. Энергетикам удалось восстановить отопление примерно в половине домов, которые ранее были без тепла. В Асиме, но работы продолжаются. На фоне перегрузки энергосистемы вводились экстренные отключения, из-за чего страдали водоснабжение, отопление и электросети. Из-за нестабильного питания электротранспорт на обоих берегах города временно останавливали, заменяя его дублирующими автобусными маршрутами. Киев официально запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне заявлений Москвы о применении гиперзвуковой ракеты «Орешник». Заседание назначено на понедельник, 12 января, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Старт в 22:00 по киевскому времени. Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что удар орешником был нанесен вблизи границ Евросоюза, по Львовской области. На заседании будут рассмотрены вопиющие нарушения Россией Устава ООН. Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство целей, потребовав прекращения агрессии, защиты гражданского населения и непоколебимой поддержки суверенитета Украины. Российские атаки подрывают международные усилия по обеспечению безопасности и мира, предпринимаемые Соединенными Штатами, европейскими государствами и другими партнерами. По данным украинской военной разведки, Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Сообщается об отказе почек. Сейчас он, как утверждается, в собственной больнице в Чечне, куда съезжаются представители его клана, включая тех, кто находится за рубежом. На этом фоне в Кремле, по данным источников, обсуждают варианты замены. Среди возможных преемников называют председателя правительства Чечни Магомеда Даудова, командира Ахмата Апти Алаудинова и старшего сына Кадырова, Ахмата. Ранее Кадыров усиливал позиции семьи во власти. 20-летнего сына он назначил исполняющим обязанности вице-премьера, оставив за ним пост министра спорта. Заместителем главы правительства стал министр по нацполитике Ахмед Дудаев. Ухудшение здоровья, как сообщается, резко проявилось 25 декабря 2025 года после прилета в Москву на заседание Госсовета. Тогда его якобы срочно доставили в ЦКБ управделами президента. А встреча прошла без представителя Чечни. Указывается и на прежние обострения, связанные с болезнью поджелудочной железы. В разные годы Кадыров, по сообщениям, просил Путина освободить его от должности. Однако Кремль поддерживал его участие в кампании главы Чечни в 2026 году. Теперь обсуждение преемника заметно ускорилось, и итог может повлиять на политическую ситуацию в республике. 15-й день протестов в Иране, и противостояние с силовиками заметно обострилось. В субботу корпус стражей исламской революции заявил, что протестующие атакуют объекты безопасности, а глава полиции сообщил об усилении мер против участников акций. По данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, с 28 декабря в ходе протестов погибли 116 человек. Утверждается, что большинство демонстранты, еще 37 сотрудники сил безопасности. Иранские оппозиционные телеграм-каналы пишут, что людям хватит максимум еще на 2 ночи. Особенно тяжелая ситуация на юге Тегерана. Они призывают к срочной внешней поддержке и реальным действиям, предупреждая, что без этого протест может быть жестоко подавлен. Наших детей, нашу молодежь, они сделали пушечным мясом и таким образом убили множество наших дорогих сограждан. Полиция, учитывая, что с этого момента происходящее рассматривается исключительно как беспорядки, будет действовать против зачинщиков решительно, быстро и жестко.
Протестующие также должны понимать, находясь рядом с участниками беспорядков, они разделяют их судьбу. И мы намерены и приняли решение любыми возможными способами решить проблемы этих дорогих нам людей. Это одна и та же схема. И внутри страны, и за ее пределами. Они обучили террористов и завезли их в страну из-за рубежа. Поджигают мечети. Если человек из этой страны высказывает протест, мы выслушиваем его, прислушиваемся и решаем его проблему. Америка и Израиль сидят там и учат их, говорят: идите, мы с вами. Те самые, кто ударил по этой стране и убил наших молодых людей и наших детей. Сейчас им дают указания: сделайте то, сделайте это. Мы с вами, идите, разрушайте. Мы придем следом за вами. Прошу семьи, не позволяйте своим молодым людям смешиваться с бунтовщиками и террористами, которые приходят, перерезают горло и убивают людей. Тем временем иранское государственное ТВ транслирует кадры Тегерана без демонстрантов на улицах. Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что внимательно следит за ситуацией и допускает, что режим в Тегеране может рухнуть в ближайшее время. Он также предупредил, если протесты будут жестко подавлены, США, по его словам, накажут иранские власти. У меня есть совет для заблуждающегося президента Соединенных Штатов. Будьте осторожны. Те советы, которые вы получаете по поводу удара по Ирану, исходят от тех же людей, которые уверяли вас, что Мешхед пал. Поэтому, чтобы вы не просчитались, знайте, в случае нападения на Иран, Израиль, а также военные базы США в регионе станут для нас законными целями. И с учетом всех ваших откровенных признаний о намерении вторгнуться в Иран, мы не будем ограничиваться лишь ответной реакцией. Мы будем действовать, исходя из признаков угрозы. Я счел необходимым сказать это вам и всем вашим союзникам в регионе, чтобы избежать просчета. Иначе потом будет слишком поздно сожалеть. Но это не самые жесткие заявления, звучащие от иранских властей. Мы должны, если поможет Аллах, сделать с этим Трампом то же самое, что они пытались сделать с нами. То есть, по их же логике, все допустимо. И этого подлого человека, этого дикого желтого пса, либо в период его президентства, либо, если не получится, уже после, обязательно нужно поставить на место и отбросить назад. Дональду Трампу представили несколько сценариев возможных ударов по Ирану, включая варианты по невоенным объектам в Тегеране, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Окончательного решения, как утверждается, пока нет, но идея удара всерьез рассматривается, как ответ на попытки режима силой подавить протесты. При этом чиновники предупреждают, атака может дать обратный эффект, сплотив общество вокруг властей и спровоцировать ответные удары. Высокопоставленный военный заявил, что командованию в регионе потребуется время, чтобы усилить позиции США и подготовиться к возможной реакции Тегерана. Тем временем наследный принц Ирана Реза Пехлеви выступил с новым обращением к гражданам. 7 ночей подряд своим массовым и мужественным присутствием на улицах по всей стране вы уже серьезно ослабили репрессивный аппарат Хаминеи и его режима. До меня дошли достоверные сообщения. Исламская республика испытывает острую нехватку сил, чтобы противостоять многомиллионным толпам, и многие военнослужащие и сотрудники сил безопасности либо покинули свои посты, либо отказались выполнять приказы о подавлении народа. У Хаминеи осталась лишь небольшая группа наемников и жестоких исполнителей, которые по-прежнему слепо подчиняются своему антииранскому, враждебному Ирану вождю и считают великий народ Ирана своим врагом. Будьте уверены, они понесут заслуженное наказание. Я вновь подчеркиваю и повторяю свой второй призыв. Сегодня, в 6 часов вечера, в воскресенье, 21 числа месяца Дей, я прошу всех вас выходить на главные улицы городов группами, с друзьями и членами семей. По пути не отделяйтесь друг от друга и от общей массы людей. Не уходите на боковые улицы, которые могут поставить вашу жизнь под угрозу. Знайте, вы не одни. Ваши соотечественники по всему миру с гордостью поднимают ваш голос. И вы обязательно увидите кадры их массового, широкого участия на экранах телевизоров. Сегодня мир стоит рядом с вашей национальной революцией и восхищается вашей смелостью. В особенности президент Трамп, как лидер свободного мира, внимательно следит за вашей храбростью и заявил, что готов помочь вам. Не покидайте улицы. Мое сердце и моя душа с вами. Я знаю, очень скоро я буду рядом с вами. В Пуэрто-Рико на американской военной базе Кэмп Сантьяго прошли учения армейского резерва и спецподразделения 402-го батальона гражданских военных операций. Это резервное подразделение армии США, ориентированное на Центральную Америку и Карибский бассейн. Его официальная миссия – поддержание стабильности в регионе. Основные задачи связаны с операциями против транснациональной преступности и наркотрафика под руководством Южного командования США. При этом батальон может привлекаться и к более широким миссиям – развертыванию за рубежом, гуманитарным и стабилизационным операциям. Оттава всерьез опасается, что Канада может стать следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии, пишет Bloomberg.
В канадских властных кругах допускают, что Вашингтон может перейти к сценарию военного принуждения. Исследователь в сфере глобальной безопасности Томас Гомер Диксон заявил, что любая попытка давления со стороны США должна обходиться им максимально дорого. Отдельно в Оттаве видят политические риски. События в Венесуэле, где Трамп добился контроля над нефтяными ресурсами, продемонстрировали его готовность действовать авантюрно ради усиления влияния в регионе, отмечает агентство. На этом фоне правительство Канады ускоряет укрепление армии, повышает выплаты военным, закупает истребители и подводные лодки, но признает, такие меры требуют времени и не дадут быстрого результата. В течение нескольких месяцев многие канадцы надеялись, что Дональд Трамп утратил интерес к превращению их страны в 51-й штат США. Ведь его задача заключалась в том, чтобы перевернуть с ног на голову Вашингтон и глобальную торговую систему. Эти надежды угасают. Шокирующий захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и усиление разговоров Трампа о захвате Гренландии испугали Канаду, заставив граждан серьезно отнестись к прошлым угрозам президента США в адрес канадского суверенитета. Заявление администрации о том, что «это наше полушарие», делает более ранние комментарии Трампа об аннексии Канады менее похожими на простые оскорбления в адрес бывшего премьер-министра Джастина Трюдо или тактику ведения переговоров в торговой войне с нынешним премьер-министром Марком Карни. Министры иностранных дел Германии и Исландии выступили с заявлениями на фоне растущих дискуссий о безопасности в Северной Атлантике и в Арктике, включая тему Гренландии. Глава МИД Германии Йохан Вадефюль подчеркнул, что любые опасения, в том числе связанные с активностью российских или китайских кораблей и подводных лодок, должны обсуждаться внутри НАТО как в единой системе коллективной безопасности. Наша оценка такова. Если есть опасения по безопасности в Северной Атлантике, мы должны обсуждать эти вопросы в рамках НАТО. Пожалуйста, в рамках НАТО. Он также отдельно заявил, что вопрос будущего Гренландии должен решаться самим народом Гренландии, а ключевая ответственность лежит на королевстве Дания. Вадефюль отметил, что безопасность в Арктике приобретает все большее значение, в том числе из-за усиления соперничества и роста интереса Китая к региону. По его словам, законные интересы безопасности союзников по НАТО и интересы населения региона следует обсуждать совместно, при этом решающее слово за Гренландией как автономной частью Дании. Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир также акцентировала, что действовать нужно в рамках и под эгидой НАТО, а сотрудничество Исландии с США она охарактеризовала как откровенное и прозрачное. Она призвала европейцев, США и Канаду держаться вместе, назвав Россию крупнейшей угрозой, и добавила, что также наблюдается сближение России с Ираном и Северной Кореей. В Лондоне сотни людей устроили необычную акцию в метро. Пассажиры массово спустили штаны и поехали по городу в нижнем белье. Такой флешмоб проходит не впервые. Участники обычно договариваются заранее и собираются в нескольких точках, а затем смешиваются с обычными пассажирами, делая вид, что ничего особенного не происходит. По словам очевидцев, в вагонах царила скорее атмосфера шутки, чем протеста. Люди улыбались, снимали видео, смеялись и старались не мешать другим. Кто-то присоединялся уже по ходу поездки, а часть пассажиров реагировала с удивлением, но без конфликтов. Организаторы подобных акций обычно подчеркивают: цель – абсурдный юмор и разрядка в большом городе, а не политические лозунги. Транспортные службы о серьезных инцидентах не сообщали, но в соцсетях ролики разлетелись моментально, как и споры о том, где проходит грань между безобидным перформансом и нарушением общественных норм. На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэ. Из кратера пошли потоки лавы, а лавовые фонтаны поднимались на высоту до 6 метров. Кадры извержения опубликовала геологическая служба США. На видео видно, как раскаленная лава заполняет часть кратера и периодически выбрасывается вверх мощными всплесками. По данным USGS, Килауэ извергается эпизодически с 23 декабря 2024 года, в основном из двух жерл северного и южного в районе Халемаумау. Такие эпизоды обычно длятся меньше 12 часов, а затем наступают паузы, которые могут затягиваться более чем на 2 недели. Последние излияния лавы начались в субботу, 10 января. Именно тогда внутри кратера фиксировались фонтаны до 6 метров. Также сообщается, что в ночь перед новым всплеском активности усилились сейсмические колебания и разбрызгивания, что может указывать на начало очередного эпизода извержения. Отдельное внимание к выбросам газов. Они остаются высокими и, в зависимости от ветра, могут ухудшать качество воздуха из-за вулканических частиц и аэрозолей.
Службы мониторинга продолжают наблюдение за ситуацией, а жителей и туристов предупреждают. Приближаться к активным участкам опасно из-за газов, нестабильной почвы и резких выбросов лавы.